Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами сошьем вот такой замечательный сарафан бюстье. Верх сарафана это лиф с чашечками, а низ юбка, состоящая из 3 ярусов. Выкройку этого сарафана в 5 размерах вы сможете приобрести на сайте нашей школы. Итак, приступаем к работе. Шить сарафан я буду из вот такой легкой костюмной ткани. Она немного тянется в обоих направлениях, очень приятная к телу. Сразу выкраиваю 2 полосы для изнанки и лица. Раскладываю детали лифа, соблюдаю долевую, ничего не добавляю. Припуски уже есть в выкройке, все выкраиваю. Также выкраиваю детали из дублерина для того, чтобы проклеить лицо и изнанку чашки. И также выкраиваю 2 полосочки 3 сантиметра шириной для того, чтобы проклеить центр спинки. Итак, все дублируем, проклеиваем детали, начинаем собирать чашки, соединяем по меткам, и по срезу у нас детали должны совпасть вровень на расстоянии 7 миллиметров. Соединяем все меточки, ставим иголочки и прокладываем строчку на расстоянии 7 миллиметров. Срезаем излишки припуска. По нижней детали у нас срезается немного больше, по верхней меньше. Вот такая лестница у нас получается. Затем ставим надсечки каждые 2 сантиметра, кладем на колодку для отутюживания и заутюживаем вверх припуск. Подготовили чашечки лицевые и изнаночные и соединяем их по верхним срезам, уравниваем и ставим иголочки. Шьем с припуском 7 миллиметров. Обязательно закрепка в начале и конце шва. Так. Также лесенкой срезаем припуски. Немного больше по изнаночной стороне. И также каждые 1,5-2 сантиметра ставим надсечки. Теперь измеряем расстояние выхода на бретель на расстоянии 7 миллиметров от среза. У меня получилось около 8 миллиметров. Я крою заготовку. Это значение, то есть 8, я умножаю на 4 и минус 2-3 миллиметра. Я крою 2 сантиметра 6 миллиметров заготовку, складываю ее пополам и на расстоянии 8 миллиметров прокладываю строчку. Так, срезаем уголок, чтобы нам было удобно выворачивать. И с помощью булавки выворачиваем бретель. Так. Теперь я беру приспособление. Вот такое, я показывала его в предыдущем ролике. Вкладываю в бретелечку и с его помощью я формирую плоскую, красивую фабричную бретелечку. Вот так. Отутюжили. Теперь продеваем бретель в отверстие. Прокладываем строчку. Так, и теперь еще одну дублирующую строчку вот в этом месте по предыдущим строчкам. Можно уменьшить длину строчки для надежности. Срезаем излишки, выворачиваем на лицевую сторону. И теперь наша задача перекантовать наизнанку верхний срез. Я это делаю с помощью иголки и нитки. Вот так я прометала. Теперь собираем иголочками нижний срез, равномерно распределив ткань, и прокладываем строчку. Прогладим утюжком верхние срезы чашки
И еще раз сформируем чашку на колодке. Я уже не прикасаюсь утюгом, я просто подношу и с помощью пара вот так вот отутюживаю нашу будущую чашечку. Готово. Основу лифа, лицо и изнанку собираем и шьем с припуском 1 сантиметр. Разутюживаем швы лица и изнанки. Так. Соединяем лицом к лицу лицо и изнанку и с помощью иголочек уравниваем срезы, закрепляем. Обязательно следим за тем, чтобы у нас совпали все швы. Прокладываем строчку на расстоянии 1 сантиметр. Теперь берем ленту органзы шириной около 1,5 сантиметра, прикладываем ее к верхнему срезу и, попадая в предыдущую строчку, пришиваем ленту. Таким образом мы укрепляем верхний срез лифа. Теперь наша задача сделать перекант припуска на изнанку, то есть пришить припуск к изнаночной стороне лифа. Вот так. Прокладываем строчку. Готово. Опять же лестницей срезаем припуски, чтобы уменьшить толщину. Так. Теперь прометаем верхний срез, сделав перекант с лица на изнанку. Разложим лиф на ровной поверхности и соединим иголками место для вшивания чашки, равномерно распределив ткань. Проложим строчку на расстоянии 3 мм. Так, все подготовили. Теперь можно вшивать чашки в лиф. На расстоянии 7 мм детали должны быть у нас вровень. Это важно. Распределяем чашку в отверстие. Поставили иголочки. Теперь для удобства можно прометать. Иголки убрали, оставили только для фиксации верхних срезов. Прокладываем строчку с припуском 7 мм. Так. Проверяем, на одном ли уровне у нас чашки со срезами оказались. Все хорошо. Теперь берем подготовленные туннельные ленты. Я им уже придала закругленную форму. И мы их будем пришивать к припуску чашки. Вот так прикладываем, закрыв строчку. И будем прокладывать строчку по внутренней стороне туннеля. Пришиваем. И теперь срезаем припуск, оставляя 1 мм. Припуски срезаны. Теперь вручную пришиваем туннель и прокладываем по лицевой стороне соединительную строчку. Пришиваем туннель. Теперь по центру лифа прокладываем строчку, закрывая концы туннелей. Срезаем излишки. Берем каркасы и короткой стороной к центру вставляем каркасы в туннели. Так. И вторую. Готово. Закрепляем вторые концы туннелей. Ставим закрепочные строчки. И на этом пока лиф оставляем и переходим к юбке. Длина нашей юбки 95 сантиметров. Мы ее делаем из 3 ярусов, поэтому готовую длину юбки 95 сантиметров делим на 3, и у меня получается 32 сантиметра. Затем к этим 32 сантиметрам я прибавляю по 1 сантиметру сверху и снизу для припуска шва, и у меня получается 34 сантиметра ширина каждого яруса. Длину каждого яруса мы рассчитываем по такой схеме. Первый верхний ярус у нас равен длине обхват бедер плюс 20 сантиметров плюс 4 на припуске. Далее. Второй
ярус у нас равен длина первого, умноженная на коэффициент 1,7 плюс 4 сантиметра на припуске. И третий ярус, нижний, у нас равен второй ярус, умноженный на коэффициент 1,5 плюс 4 сантиметра на припуске шва. Просчитаем для примера. Если обхват бедер равен 90 сантиметров, мы кроим первый ярус так: 90 плюс 20 плюс 4. Так, и у нас получается 110 плюс 4, 114 сантиметров. Далее, второй ярус. Значение первого 110. Умножаем на коэффициент 1,7 и плюс 4. И у нас получается 187 плюс 4. Второй ярус. Далее, третий ярус. Значение второго яруса 187. Умножаем на коэффициент 1,5 плюс 4 припуски. И получается 280 плюс 4. И соответственно этим расчетом нижние два яруса шьются из двух полос ткани. И швы у нас получаются по бокам изделия. Я раскроила ярусы. Нижние из двух половинок я их сшиваю. Верхний ярус я сшиваю не полностью, оставляю около 15-20 сантиметров не зашитыми под молнию. Обязательно это место под молнию я проклеиваю. Теперь отутюживаем швы и поставим метки середина переда и середина спинки на каждом ярусе. Тем самым разделим каждый ярус на 4 равные части. Делаем это сверху и снизу яруса. Для удобства сразу обработаем нижний срез юбки. Третий ярус берем, так подгибаем наизнанку пол сантиметра, прокладываем строчку близко к краю. Теперь близко к строчке срезаем ткань. Еще раз оборачиваем наизнанку. И желательно попасть строчкой в ту же предыдущую строчку. И у нас с вами получится очень аккуратно обработанный низ сарафана. Вот так. По верхним срезам каждого яруса прокладываем строчки для сборки. Срезы ярусов у нас разделены на 4 части. Соединяем каждую часть отдельно, распределяем ткань, ставим иголочки. Вот так поочередно мы соединяем ярус за ярусом и прокладываем строчку с припуском 1 сантиметр. Обрабатываем оверлоком. Наша юбка подготовлена. Все обработано, все пришито. Теперь можно соединить лиф с юбкой. Находим центр переда на лицевой части лифа, ставим метку. Теперь раскладываем на ровной поверхности лиф и переносим метку на изнаночную часть лифа. Соединяем лицевую часть лифа с юбкой по центру переда. Так, теперь по центру спинки уравниваем срезы, ставим иголочки. Также зафиксируем бока и соберем каждую часть юбки отдельно. Распределяем ткань, прокладываем строчку с припуском 1 сантиметр. Итак, юбочка пришита. Переходим к спинке сарафана.
Вот так у нас это выглядит. Теперь по центру спинки соединяем лицо и изнанку лифа, уравняем срезы. И теперь ставим надрез на расстоянии 4 сантиметра. Надрез через все слои, не доходим до строчки, на 1 миллиметр. Разъединяем слои. Это место можем разутюжить. Берем потайную молнию длиной 50 сантиметров и пришиваем ее к лицевой части сарафана. Верхний хвостик молнии 2 раза загибаем и сверху огибаем изнаночной стороной лифа с небольшим перекантом наизнанку. В районе талии делаем подгибку вот такую и приметываем. И затем пришиваем близко к молнии. Вверху возле молнии срезаем уголок, выворачиваем. Закрываем молнию, проверяем, на одном ли уровне у нас все получилось. Так, и теперь по низу соединяем там, где мы надрезали. Так, по центру, по боку. Все швы должны совпасть на лифе. Так, распределили равномерно ткань. И прокладываем строчку по предыдущей строчкой, которой мы пришивали юбку к лицу лифа. Прокладываем оверлок. Вот так у нас выглядит изнаночка. Все аккуратно. И теперь нам нужно пришить бретели. Проводим примерку, определяемся с длиной бретели. Оставляем припуск 3-4 сантиметра. Фиксируем ее вдоль шва спинки. Вот так. И прокладываем строчку, прямо попадая в шов по лицевой стороне. И затем уже еще одну закрепочную строчку вдоль верхнего среза. Вот так это выглядит. Бретели мы пришили. И наш сарафан готов. Вот такой замечательный сарафан бюстье у нас получился. Выкройку такого сарафана с полным описанием в 5 размерах вы можете найти на сайте нашей школы. Я вам желаю легкого кроя и шитья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Юлия Чумакова.